Обалдеть. По-другому и не скажешь. Как же все-таки круто, что существует музыка. Как же круто, что она действительно абсолютно разная, абсолютно разнообразная. И сегодня у нас в гостях у школы Григоровича невероятные музыканты, искренние, абсолютно, ну, не знаю, мне кажется, яркие — это не то слово. Они музыканты времени. Почему? Потому что их голос соединяет нашу сегодняшнюю музыку с историей. У нас в гостях в школе Григоровича Гуру Д, этический вокалист. Я не знаю, наверное, если мы будем перечислять все, что у тебя было, да, за жизнь, не хватит просто часа, или продлим студию до 3. Друзья, вы готовы слушать сегодняшний эфир до 3 часов ночи? Если вы готовы, я готов перечислить просто везде, где присутствовал Гуру Д, все площадки, все артисты, с которыми с ним работали. А я думаю, что мы в процессе это, Жень, да, можем обсудить. Обязательно. В процессе сегодняшнего эфира. Да, и самое главное, Конечно. мне кажется, все-таки голос и сердце. Пусть люди прежде всего чувствуют это, нежели какие-то премии, награды. Это уже второе. Конечно, конечно. Гуру Д, очень здорово, что ты у нас сегодня в гостях, но ты пришел не один. Ты пришел с еще одним замечательным музыкантом, и мы часто работаем вместе на концертах, и это просто поет душа. Просто никто не остается равнодушным по отношению к этому инструменту. И так как играет Вардан, это, конечно, заслуживает только громких аплодисментов. Вардан. Вардан Арутюнян, дудукист. Голос я написал сегодня в Инстаграм, что это просто первый голос дудука. Ну, в России, наверное, ты действительно номер один. Вардан у нас представляет свою, между прочим, школу дудука, да, помимо всего. У тебя есть своя школа армянская. Очень здорово. Вардан, так как у нас сегодня вот такая вот, импровизированный лайвстрим, эфир, я тебя прошу, когда ты будешь говорить, пожалуйста, двигайся максимально вот к этой серебристой трубке торчащей. Это микрофон, кстати, для тех, кто не знал. Действительно полностью лайв. Вот, смотрите, все, что, да, мы сейчас нажимаем, все звучит. Все звучит, не будет никаких фонограмм, плюсов. В общем, только теплый лайв, только душа. Гуру Д, я хочу сразу же к тебе с вопросом. Можно? Есть такая возможность? Да. Тогда все смотри, обсуждать, что я делаю знакомиться. сейчас. Вот так. Нужно просто вот все сейчас, вот эти все преграды, оковы, все скинуть, вот эти все волнения, и сразу же, как будто у нас, знаешь, здесь горит костер. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что вот эта лужа, это не из-за стакана? Это не из-за стакана пролитого, да, вода? Вот эта лужа сейчас образовалась. Это у нас костер. У нас мы сидим в юрте. Пусть вот эти углы сейчас будут сравниваться в процессе нашего разговора и пения. И, в общем, это превратится в юрту. У нас здесь будет костер и очень теплая беседа. Не хватает только чая с чабрецом. Пожалуйста, организуйте костер, если есть возможность. Ну, образно, можно представить образно. У нас же свой мир, мы тут творим, здесь сейчас будут оживать герои. По поводу костра, а ведь сегодня он был бы очень в тему. Ведь ты действительно очень необычный вокалист, да? Ты же не исполняешь, ну, просто там, не знаю, попсу или шансон и так далее. У тебя действительно абсолютно самобытное, индивидуальное творчество. И вот ты сейчас заговорил немножко про волнение, а я такой думаю, вот у тебя же за спиной уже, ну, сколько, ну, более, наверное, сотни просто площадок концертов, да? И у тебя такие, ну, значимые выступления, как на Универсиаде, да? Ну, вот с Ильей Вербух, я знаю, что у тебя было там много проектов. У тебя там бывало вообще по несколько концертов в день. Скажи, пожалуйста, ты постоянно мотаешься, постоянно перемещаешься из города в город. Какое, может быть, выступление для тебя чем-то запомнилось наиболее? И, собственно, как ты вообще готовишься к выходу на сцену? Я знаю, что у тебя огромный опыт выступлений, да? Но вот ты все равно говоришь, что волнение присутствует. Если оно присутствует, как ты с ним справляешься и что самое яркое? Всегда, конечно, очень
волнительно. Хотел сказать, что когда ты готовишься к сольному концерту, но на самом деле даже вот когда это проекты с музыкой, которую написали другие композиторы, я всегда отношусь к этому с большой ответственностью. Вот, и я волнуюсь всегда. Мне кажется, что я просто не знаю вообще материала, хотя повторял его миллионы раз. И просто вот отключаюсь, и это очень сложно вот обнулиться и поймать какой-то, вот как сейчас, да, говорят, модно быть в потоке, действительно. В моменте. Стать, Сегодня говорят в да, моменте. в потоке, в моменте, да, вот, в общем, по-разному. И я обнуляюсь, и думаю, боже мой, у меня, знаешь, всегда такое ощущение, что я поймал себя недавно на такой мысли, когда я готовлюсь к концерту, мне кажется, что уже ничего после не будет. Я такой думаю, боже мой, мы же пойдем, наверное, куда-то в ресторан, там отметим, да, посидим с друзьями, и завтра будет день, и куда-то будет полет, новые впечатления, события, и мне становится легче, что дальше есть жизнь, и как-то все это волнение стирается. Вот так я пытаюсь побороть. Здорово. Одно из... Не успел спросить. Вот что значит настоящий артист? Да, про самое яркое выступление. Да, про яркое выступление. Ты меня контролируй, я могу иногда уходить. Только не из студии, в какие-то пожалуйста, дали. ничего не получится. Без тебя уж точно сегодня. Самое для меня... Вот несколько выступлений. Это Организация Объединенных Наций в Нью-Йорке. Я не верил до последнего, пока не ступил на эту сцену. И это было очень волнительно представлять не только, да, свой регион, а уже свою страну. И это было очень волнительно, огромная была гордость. Я представлял, какие вопросы решаются на этой площадке. И я просто понимал, что мы, артисты, должны вот с помощью нас, должны эти стены пропитаться каким-то светом, добром и любовью. Вот это главная задача артиста. Это абсолютно верно. Я, кстати, Да. смотрю, что пишут уже в чате, и даже то, что вот было в самом начале, вот эти вот звуки, которые действительно в комментариях завораживающие, они действительно завораживающие. Это же действительно все пропитано теплом, времени. Вот я, прежде чем мы сейчас поговорим, там ты расскажешь про то, может быть, вообще, как ты, ну, может быть, про какие-то свои творческие планы, про свой новый альбом и так далее. Конечно. Но я хочу сначала тебя спросить очень важный момент. Но сегодня таких вокалистов, как ты, которые занимаются именно таким творчеством, ну, сколько? 16 тысяч, я шучу, по пальцам считать. То есть это действительно, несмотря на то, что сегодня этника — это мейнстрим в музыке, да, то есть все возвращается, но это действительно очень специфическое направление в исполнении. Как ты к этому пришел? Почему именно такое творчество? Что тебя привело в этническое вот музицирование? Знаете, я на самом деле рожден же я на острове Сахалин. Ого. Да, и это так прекрасно родиться, да, вот на острове среди воды. Поэтому у меня особое отношение к этой стихии. И однажды я написал даже композицию на основе азбуки Морзе. Вот, озвучил. И в этой азбуке Морзе было послание «Берегите планету» людям. Ничего себе. Да, это такая интересная получилась композиция. И мои родители, они родом из Хакасии, и мои корни, они из Хакасии. Хакасия пропитана мистикой, да, священная земля с богатейшей культурой, просто тысячи древних знаков. Просто иди к ним, смотри на это и представляй, как 5000 лет назад древний художник все это высекал, и вот все это дошло вот до наших глаз. Мы этим можем восхищаться, мы это можем беречь, да, пытаться сохранить. И я думаю, что вот эта вся атмосфера, которая меня окружала, она позволила мне, помогла мне выбрать этот путь.
Но меня забросили в степную деревню, где не было музыкальной школы. И, наверное, знаете, так смотрели и думали, интересно, как вот он все-таки поймет, что, в общем, может он в этой жизни и петь. И было много преград различных. Я ходил пешком в музыкальную школу, 18 километров. Обалдеть. Да. Пешком 18 километров? Да, да, и иногда я... Просто у нас был один автобус, это степная деревня, один автобус, утром он уходил, я учился в школе, после школы хотелось чем-то заниматься. Но вся аппаратура была разобрана, знаете, были такие микрофончики, как вот еще алюминиевые. Мгм. Мне так хотелось, чтобы у него был провод, и Не чтобы то, что он сейчас, да, зазвучал. деревянные вот. Да, понимаешь, все, здесь все звучит. Просто богатство, прекрасно. И я возвращаюсь сейчас мысленно туда, к тому мальчишке, мечтателю, у которого было просто и есть, да, огромное количество сил. И я так горжусь, что тот мальчишка все преодолел. И та мечта, которая у него была, он к ней шел, и несмотря на различные, сейчас это кажется какими-то пустяками, вот, но тогда для меня это была, наверное, какая-то глобальная, огромная проблема, которая могла меня остановить. И я хочу вот пожелать всем нашим слушателям, чтобы они никогда не останавливались. Были разные моменты, и, знаете, и смеялись надо мной. Ну, потому что в деревне не принято Вот петь. я хотел как раз Да, спросить, да, это же в тоже деревне не такое. принято петь, а я хотел петь, и мне, наверное, было вообще все равно, что надо мной смеялись. Вот, То и есть у я тебя, просто понимал, что это моя мечта. Гурудай, ну правильно я понимаю, что у тебя просто не было возможности Не и было. заниматься чем-то другим? То есть как бы у тебя даже не было и выбора, ты сразу же понял, что вот это твое. То есть вот твое В окружение, 4 в котором года. ты В 4 находишься. года я уже напевал, ходил мелодии, собирал друзей, ну, наверное, уже ближе к 5 годам. Это были мои первые концерты, по 3 человека, моих друзей, они слушали, в руках у меня были спичечные коробки, это была моя перкуссия, все, я То вот так есть вот себе то, что мы аккомпанировал. видим сейчас, да, вот обратите внимание, даже тебя сейчас крупным планом прям включу, то, что у тебя в руках инструменты, это уже зародилось в 4 года, когда тебе Да, говорили, не балуйся спичками, да, ты не все равно балуйся брал, спичками. вот, и Да, использовал их в другом назначении. да. Очень здорово. Гурудэ, скажи, пожалуйста, вот получается вокал, да, это было Мгм. сразу понятно, что ты пойдешь как бы по музыке. А кто-то из семьи тебя мотивировал на это, или может быть у тебя кто-то из родственников музыкант тоже? Эм, У меня по маминой линии бабушка и дедушка. Дедушка первый гармонист был на деревне, а бабушка первая частушечница на деревне. И они полюбили друг друга. Мгм. Вот. Бабушку сосватали, в общем, за другого, в Мгм. общем, богатого человека. Но вот, в общем, уже вот дело подошло все к брачной ночи, и она сбежала. Она сбежала, она не смогла предать себя и сбежала к своей любви. Наверное, это вот передалось от нее, вообще от дедушки, от бабушки ко мне, не предавать себя. И вот они вместе, в общем, у них родилось 4 детей. Одна из них моя мама Татьяна, рожденная в Хакасии. И вот это вот все Мгм. из моей вот по папиной, по маминой линии среди родственников музыканты. Они просто очень любили музыку без музыкального образования. Бабушка могла петь 5 часов без остановки частушки. Гурудэ, ну вот, знаете, у меня такой вопрос сразу же. Если это все равно у тебя как бы в семье уже было, да, и получается, что, ну, как бы ты с этим жил бок о бок. Наверняка ты уже в юности пробовал что-то музицировать сам, самостоятельно, сочинять. Вот Да, помнишь ли ты свою, может быть, какую-то первую работу, конечно. и как ты вообще к этому пришел, что вот надо вот прям брать и сочинять музыку свою? Ведь огромное же количество музыки. Ну, мы с тобой, у нас не такая большая да, разница в возрасте, тебе 72, мне 18, так что, в принципе, ты как бы, ну, в то время уже были, да, уже были, была возможность к доступу Конечно. к интернет-платформам и так далее. Н- Вопрос, как ты Тогда, да, когда и как ты когда... начал сочинять вообще? Может быть, ты А, можешь что-то даже исполнить вот из первого? ам, исполнить не смогу, но я помню, как она называется. Мгм. Дело в том, что среди вот этого, пусть не обидятся на меня мои односельчане,
где, в общем, откуда я, в общем, да, где я вырос, Краснополье. Краснополе. Мне так всегда хотелось переназвать деревню, что-то там, Поменять цвет? например, я хотел вообще с детства засадить, сажать, в общем, сирень, Мгм. и чтобы она вся, в общем, цвела. Мгм. А, а названа она, потому что гречишные поля вокруг, и, в общем, они краснеют к осени. А. Красное поле, Краснополе. Да, все очень У вас там просто. очень красиво еще, помимо всего. Помимо Красиво. того, что это хакасия, там еще и Да, красные поля. Обалдеть. очень. Мед гречишный. Так, все, я выезжаю, заканчиваем стрим. Спасибо большое. Ам, Вот опять утерял вопрос. Вопрос, ну, во-первых, сколько тебе лет, конечно же, вот все уже Мне спрашивают. 33. Вот, 30? 33. Классный возраст. Классный Да. возраст. Вот, и когда было твое самое первое ощущение? Первое. Помнишь ли ты его? Можешь Вот напеть? да, среди, как мне казалось, вот мне хотелось света в этом пространстве. И приехал педагог, она была хореограф, но и вот могла немного, в общем, преподавать музыку, хотя бы первоначально, да, какие-то азы Мгм. для нас, те, кто хотел заниматься музыкой. И она привезла в деревню своего отца, и представь, он привез синтезатор Обалдеть. Ямахо. Ничего Представь, себе. для меня, для ребенка, у меня в голове крутились мелодии, я же не знал, как их записать. Я их запоминал и писал на диктофон. Понятное дело, ты еще Да, не знал, как да, оформить да, музыкальную грамоты. ноту, конечно. И я думаю, боже мой, а их уже больше, больше, больше. И он начал играть, да, вот все это аккорды. И я такой думаю, обалдеть, это Давай вот так вот представим эту может атмосферу. звучать. Давай представим эту атмосферу. Да, вернемся. Я был счастлив, и я написал песню посвятил ее школе, посвятил ее учителям, и называлась она «Наступила осень». Вот. Пару И интонаций можно оттуда услышать? Буквально пару мотивов несколько. Ну просто действительно интересно. Нет, а, если есть такая возможность. да, это детская песня. Так, что... Ну давай. Нет, Наступила осень, нет, это нет. весело. Что-то было, что-то наступила осень, и глаза печальны, думаем о школе и не спим ночами. Вот так она Обалдеть. начиналась. Слушай, Да. я думаю, что Такая баллада, грустинка была, да. Хотелось учиться. обалдеть, обалдеть. Слушай, ну получается, что у тебя первое произведение, это в каком возрасте, кстати, было? Я был в 3 классе, Ну, оно у где-то тебя 8 вообще ни лет. разу не третьеклассное, я тебе хочу Да, сказать. 8 Оно как лет. минимум первоклассное. А использовал Мгм. потом дальше в творчестве? Нет. М? Я хочу записать, вспомнить и записать ее для детей. Мгм. Вот. И знаешь, иногда стесняюсь себя, вот того мальчишки. Мне кажется, я был даже более искренним. Ну, мы же набираем какие-то стереотипы, да, вот это вот все. В общем, копится, копится. И тут как-то приходит момент, когда ты это все сбрасываешь, потом хоп, и опять это вот этот надеваешь какой-то костюмчик. По поводу осени. Это Мгм. действительно время года, которое вдохновляет многих артистов, многих Да, композиторов, творческих людей. очень Мгм. творческих людей, даже не представляешь, насколько оно меня тоже вдохновляет. Хотя я Вот. люблю больше весну. Серьезно? Да. А почему? Есть причина? Нет, я просто люблю первые вообще листья на березе. Вот я только хотел сказать, что группа «Лицей бы тобой гордилась», когда сочинил песню про осень, а теперь уже... Осень. Вот. Да, все времена года. Однажды я увидел картинку одной и той же локации, и это были разные, да, сезоны. И я думаю, что красивей. И просто думаю, как прекрасно Вселенная, вот все, да, это смогла вообще создать, чтобы нам ничего не надоедало, потому что человек такой, ой, жарко, потом, ой, холодно, ой, листья, ой, снег. Не угодишь, никогда никому Понятно. не угодишь. Это действительно. И тут как-то все так вообще гениально создано. У меня Вселенной. есть вопрос, напрямую связанный с твоим творчеством. Ну, понятное дело, Хорошо. как ты уже попал в эту сферу, и понятное дело, что, в принципе, у нас не было
выбора не услышать в твоей музыке, потому что это было уже с детства. Мгм. А, Скажи, пожалуйста, ты обучался именно этническому вокалу? Как ты пришел к использованию вот этих эффектов, Нет. вот речевых интонаций? И вообще, интересно очень твое отношение, даже так, не к классической, а к академической музыке. Потому что М. я работаю в разных жанрах, ты знаешь, что и в разных стилях, и мне вот то, что сейчас даже мы слушали, э, импонирует именно то, что в твоем вот исполнении есть театр. И этот театр, он абсолютно не пошлый, он абсолютно не, может быть, такой, он не мюзикловский, не сегодня, ну, он не а, европезированный даже, я вот так бы сказал. На мой взгляд, это просто, ну, каждое твое исполнение, это как моноспектакль. Да, И как ты я относишься к академической музыке, и как ты к этому, как вообще ты пришел к прекрасно. использованию этих звуковых эффектов? Откуда ты их черпаешь? Откуда ты черпаешь вдохновение? Дело в том, что я работал 4 года в филармонии, в Хакасской республиканской. Главным И дирижером, да? Нет, вы что, нет. А, Это я не представляю вообще, чтобы быть дирижером. Ну подними Что, руки вверх. Подними что, 2 руки вверх, что? пожалуйста. Вот и все. Отлично. Спасибо. А, Болеем за наших, это кстати. настолько я уважаю, преклоняюсь. Мне кажется, что происходит в голове, как-то я видел вообще, что происходит а, с двумя полушариями, в общем, переводчика, Мгм. да? Мгм. Как вообще, сколько там вообще красных зон. И я представляю, что происходит в момент дирижирования с дирижером, что там в голове. Происходит много. Но интересно, что происходит у тебя в голове, когда ты выбираешь вот эти А. вот специфические тембры, и Ам, как ты мгм. вообще используешь, ну, свой вот речевой аппарат? Вот именно для создания. Еще раз, да, повторюсь, что я был оторван, так скажем, от вот общества, от музыкального общества, и я просто слушал природу. Вот я просто слушал природу, и я подражал природе. И самые прекрасные краски, да, для художников, самые прекрасные сочетания, они все есть в природе, и она никогда не ошибается. И я смотрел, вдохновлялся, и мне кажется, вот этот багаж, вот просто настолько концентрированный, он однажды настолько вот переполнился, что я просто был готов однажды ко встрече с своим первым педагогом, да, уже профессиональным, и я просто вот так, эй, разом все и выдал, и рост очень быстрый произошел, вот ступенька, ступенька, то есть можно просто зреть, 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 и потом хоп, и быстро, в общем, все происходит. Хочу сразу же спросить тебя, Мгм. вот получается ли это, что имитация, да, того, что мы слышим в лесу, там, ну вообще в природе, да, Мгм. является, может быть, ну как раз-таки вдохновением, и может быть многим вокалистам, да, как раз-таки, да и не только вокалистам, вообще композиторам, стоит обращаться как раз-таки к тому, чтобы имитировать звуки, которые нас окружают. Мне кажется, да. Ну вот я иногда слушаю, как поет какая-либо птица, Мгм. и то есть как она выдерживает, например, там темпо, ритм. Для меня это просто фантастика. Я думаю, никто не помогает, понимаете, там на барабанах. Вот есть такая у нас возможность, можно тебя попросить прям просто взять сейчас и что-то вот, ну прям сымитировать отдельно, просто вот А, отдельно эти тембры. Есть такая возможность? да, я могу сейчас вот что-то. Давайте вот У нас там многие головой, пишут, да? скорее исполняйте, Да. невозможно, хочется слушать и слушать. Можно я прочитаю небольшой отрывок из стихов, чтобы меня это вот настроило Да. и слушателей погрузило? Отлично, Да. шикарно, шикарно. Да. То есть я пишу стихи, и я очень люблю в своих программах использовать прежде всего изначально погружение перед тем, как пригласить вот в этот мир песни, да? Вот изначально описать его немного. Ты можешь, кстати, мне что-нибудь мистическое подыграть сейчас? Договорились. Фа диез минор? Да, давай. Хорошо. Зашумите два черных крыла. Да. Ты начни. Зашумите два черных крыла над зеленой тайгой.
Созовите волков, серых и белых. Пусть коснется лап лед над синей рекой. Вслед за вожаком молодых и зрелых. Зашумите два черных крыла. Вы бегите за мной. Там, где звезды срываются с неба и тонут, освещая всем нам дно реки и путь домой. Там другие стаи ждут нас, воют и стонут. Обалдеть. Еще раз повторюсь, просто браво. Слушай, ну на самом деле это, ну я не знаю, как слушается в лайве. Точнее, я знаю, как слушается в лайве. Слушается шикарно. Но здесь, вживую, это просто завораживает действительно. И ты очень классно работаешь со временем. Скажи, в этом есть какая-то цель? И в этом есть какая-то Да. миссия? Я стараюсь его расширить и в секунду вложить ну, гораздо больше, чем в обыденной жизни, в своей реальной жизни, когда я хожу как Руслан, да?
И вот происходит тот переход, а, тот момент, вот, да, когда как-то все внутри переворачивается, и уже время бежит совсем по-другому, и концерты всегда ах, как-то я теряю вообще пространство и время на сцене, и концерты всегда больше, чем я планирую. Вот, у нас часто вот просрочки там за Сегодня сделаем обычно. просрочку. Друзья, кстати, напишите в чат вообще, как вам атмосфера. Я вижу, что там пишут невероятно, просто очень классно, погружаетесь. Делаем сегодня просрочку или нет? Задерживаем сегодняшний эфир еще на 16 дней или нет? Да, в общем, все полетим. Пишет. Humble. Значит, Гуру, хочу обратиться с таким вопросом к тебе. Могут ли наши участники задать тебе вопрос прямо вот, и будешь ли Да. ты готов на них ответить? То Да. есть мы можем сделать такое живое Да, общение? конечно. Если это Вот. очень хорошие вопросы, толковые, вот, я готов на них Ну вот ответить. смотри, есть. Что ты ел сегодня? Я обожаю на самом деле Санкт-Петербург, и в том числе за То, что здесь просто- школа Григоровича. Спасибо, дальше. Да, да, школа Григоровича. Да, что здесь замечательные люди. Просто об архитектуре я молчу. Это просто наслаждение. И здесь потрясающая кухня. Есть несколько моих прекрасных любимых театров, и после которых я иду в ресторан и плотно, в общем, там обедаю, ужинаю. А прям сказать что? Да нет, конечно. А, Как тебе хочется? Ты вообще, слушай, на самом деле, ты прям, знаешь, такой... Я ну, могу- сразу я могу чувствуется, сказать, что ты что- очень хороший человек. Не обязательно отвечать прямо на все вопросы, ты можешь некоторые, ну, м. это на твоем Я могу усмотрении. сказать, что я, например, там заказываю, да, рассу, вот, на... Так это благодаря тебе с утра так красиво, оказывается. Нет, рассу в ресторане, А, вот, всё. да, и, ну, да, пытаюсь обычно, как все люди. Здорово. Пью У меня сок. к тебе есть вопрос, вот даже непосредственно, потому что сейчас ты продемонстрировал. Вот все, что ты делаешь, почему я вообще, честно говоря, пригласил тебя, прости, у меня Мгм. корыстный интерес, потому что все, что ты делаешь вот на сцене, похоже на импровизацию, но импровизацию не в том плане, что так, ты думаешь, так, сейчас я сделаю это, сейчас я сделаю это. Мне кажется, ты сам себя погружаешь в какую-то определенную Да. атмосферу, да? Да, В неё это входишь. Я транс. заметил, что ты и поешь с закрытыми глазами, и даже когда ты разговариваешь, ты с закрытыми глазами. Да, Ты часто погружаешься в себя, и действительно ли есть импровизация в момент исполнения? И если Конечно. да, в чем она заключается? Я вот не было бы столько концертов, потому что я, знаешь, иногда думаю, боже мой, одна и та же песня, наверное, слушателям уже все надоело вообще настолько. Потом я такой думаю, боже, есть же вообще артисты там одной песни, да, и они всю жизнь вот эту одну песню исполняют. Думаю, у меня их 40, я могу как-то вот их так вот, в общем, То есть прям ровно 40, действительно? Да, Не больше, да. не меньше? да, Ничего себе. 40. Вот, ну, уже которые выпущены. Мгм. И если бы каждый раз мы исполняли вот только вот по сценарию, вот только, да, вот какая-то форма у нас есть, и все, я бы не смог творить так. Мне бы было бы очень скучно. Поэтому конечно, у нас, да, мы знаем вот этот весь каркас с музыкантами, но в том-то и дело, что эти музыканты чувствуют, когда вот этот наступает какой-то такой таинственный момент, и я их обожаю за то, что мы можем общаться с закрытыми глазами, мы можем общаться с Варданом, вот разговаривать через звуки, вот этими волнами, да, звуковыми. И здесь нет какой-то конкуренции. Как мне однажды задали вопрос: Руслан, ты не боишься брать на свои концерты дудук? Это же настолько красивейший инструмент, и он может затмить Покажем голос. отдельно? Да, конечно. Я говорю, да вы что, какая конкуренция, если это диалог двух творцов. Вот. И вот как-то это происходит на сцене, я не знаю как. То есть
Вот у нас, кстати, Вардан Урутюнян, дудук, про который, собственно, и говорил как раз Гуруде. Дудук. Отлично. Вот, ну, честно говоря, давайте не будем там греха таить. Вот сейчас то, что же мы сделали, мы же там не репетировали это 72 ночи, да? Нет. Мы репетировали это 71 ночь. И мы действительно вот сейчас пришли как бы и сделали это. То есть сама по себе, ну, понятно, там мне ничего сложного играть не нужно. У меня там гармония, да, состоящая там из кварт, квинт и так далее. У тебя все внутри, у тебя все от сердца, у тебя звуки прошлого, да, с мелодией настоящего. Можно так охарактеризовать твое творчество? Да. И в чем заключается И- взаимодействие с дудуком? Как вы вообще к этому пришли? Расскажите, пожалуйста. Дело в том, что, ну, во-первых, я не понимаю, когда, например, режиссер или артист не говорит об образах со своими музыкантами, вот, когда они не садятся, да, и не обсуждают, вот, а что ты чувствуешь в данный момент, вот. И бывают такие мероприятия, когда с тобой на сцене очень много людей. Ладно, музыканты, а когда еще танцовщики, да, на сцене, вот, они немножко по-другому устроены, вот, но тоже у них образы, и, то есть они получают, да, какой-то импульс от музыки, и я говорю, ребят, а вы, например, знаете вот о чем? Вы как-то прочитали об этом? Нет? Я говорю, а как вы тогда танцуете? Что в вашем движении тогда? И вот эта песня, да, «Умай», о богине, которая живет на седьмом небе. «Умай» — это самая первая композиция, с Да. которой мы начали сегодняшнюю Да. трансляцию. Представьте, тысячи лет люди поклоняются этой богине, да, тюркские народы. И музыка Татьяны Шалгиновой, хакасского композитора. И однажды я говорю, Татьяна Федоровна, я так хочу исполнить эту песню. Я вот ее чувствую совсем по-другому. Я чувствую вообще, чтобы она вот по-другому существовала. Нужно, ну вот, в общем, это не объяснить. И вот оказаться на этом седьмом небе. На седьмом небе, да, мы говорим о счастье, да, вот так, другими словами. И мы пытаемся оказаться там и всех, то есть ты должен быть настолько силен в этот момент, чтобы еще всю публику на это небо туда поднять. То есть Ну, у тебя получается, я хочу сказать, даже потому что я вижу в чат, удивительно, проникновенно, так необычно, очень-очень впечатляет. Это что-то просто фантастическое. И это действительно Очень так. приятно. А Да. вот все-таки, если мы заговорили про импровизацию, и Мгм. импровизацию именно в момент Давай, да. исполнения, можно ли попросить вас сейчас просто продемонстрировать нам это взаимодействие вдвоем? Я сейчас ничего делать не буду, вот вдвоем что-то. Или, может быть, можно Может, ты сделать... поиграешь нам тоже вот что-то? Ну, допустим, вот изумай что-то, и мы споем совсем другое. Бывает, знаешь, на концертах мне безумно нравится, я говорю, давайте создадим мелодию вот эгрегора нашего общего. И мы пытаемся с музыкантами вот, в общем, что-то поиграть, попеть. И Так, а как, это было очень круто. Я пытаюсь, не всегда, конечно, получается удачно. То есть вы импровизируете на сцене? И да, импровизированная сцене. Я говорю, давайте вот сейчас я постараюсь уже, ну где-то это в середине происходит концерта, когда я уже почувствовал, когда уже все сбросили маски, зрители, они же приходят супер напряженные, жизнь тяжелая, Да, понятное дело. вот. И у нас тоже уже ребята подраскачались. Да, и все просто соскучились, да, уже по концертам. Сколько нас уже мучили, там полгода, год. Больше. И вот мы уже встретились, и я говорю, что вы такие напряженные? А потом такой думаю, а почему я такой напряженный? Вот. И прежде всего, думаю, должен расслабиться я. От меня все-таки, да, идет эта волна, а иногда артист заблуждается и ждет этой волны от зрителя. Вот. Думает, их больше, я один, пусть они ко мне сначала отдадут, да, эту энергию. Нет, первая волна должна идти со сцены, от артиста, из сердца артиста. Ну так попробуем тогда, чтобы эта волна пришла, да, Ну, может быть. Нет, я хочу колыбельный закончить, уже будет по времени как раз, да, отлично.
Давайте мы... Вот сейчас симпровизировать. Да, Вот можно ты нам просто должен... мне хочется поэдов. Я тогда погружусь и что-то Без выдам. проблем. Без проблем. Хорошо. Возьмем также ля, да, тональность. А Да. можно начать с дудука? Конечно, такая возможность? конечно. Да? Прямо вот начнем. А давайте, какой у нас будет образ? Давайте вот на сегодня что хочется... О, однажды, в общем, был концерт у меня в Норвегии, Мгм. и там было около 600 шаманов, и мы посылали всей планете, в общем, какое-то тепло, вот мир. Вот, это было как-то, знаешь, как светлячки летят, в общем, ко всем в сердца. Вот, давайте вот сейчас постараемся вот эту энергию, ее очень мало сегодня в шоу-индустрии, да, вот. В Да, общем, это у нас действительно. шум, вот этот шум, он наполнен каким-то, ну, очень много, в общем, лишнего. Мгм. И это лишнее, вот нужно, в общем, Убрать. над этим лишним Хорошо, нужно минимум. подняться. Понятно. Значит, Мгм. я беру. Отлично. Можешь в ми, и я начну, например, с флейты, да, чтобы ее тоже показать. И по поводу... И потом вардан, и мы можем даже по... Давай. Я сейчас начну с ми минор. Отлично. Ну давай поиграем, а потом посмотрим.
la lo, la lo. Ну вот где-то там в серединке вот было такое Браво. ненадуманное. То есть только в серединке были какие-то Ну вот заготовки? мне кажется, ближе к середине открылось вот что-то. Вот, то есть был вход, да, так. С кульминацией, да, вот этот Конечно. момент. Мне тоже Да, понравился, кстати. да. Когда мы там пошли вперед немножко и по гармонии почувствовали друг друга. Очень здорово. То есть можно ли сравнивать такую музыку, может быть, с медитативной музыкой? Погружает Да. ли она в транс? И есть ли такая задача у твоего творчества? Конечно. Прежде всего это транс, потому что мы порой включаем какие-то медитации, да, но не всегда удается уйти от каких-то бытовых проблем, мыслей, которые, да, давлеют, и вот нужно какой-то щелчок, вот как-то так зацепить слушателя, чтобы вот мы оказались в каком-то одном поле, и мы вместе образовали какой-то мир, который пусть вот через, сколько мы сейчас сыграли, минуты две, Ну, от силы, да. не больше. Ну, Может, кстати, больше. то есть Мы времени не это почувствовали. же мы каждый создаем мир внутри себя, да, и мы можем его создать таким, каким захотим. И чем больше будет этот мир, чем будет он красочнее, красивее, добрее, тем мы сильнее против каких-то событий, которые незапланированно случились в нашей жизни. Вот то внутри, оно больше, чем снаружи. И когда ты это понимаешь, то тебя не сможет даже разорвать. То есть можно же не выдержать, да, какой-то информации, и начинаются на физиологическом плане какие-то проблемы. Вот. То есть ты не выдерживаешь этой информации, что там приходит, иногда столько приходит информации, и начинает Надо голова. спросить как раз наших слушателей. Да. Выдержали ли вы тот объем информации, который сейчас мы вам дали за эти несколько минут? Пока я вижу только положительные комментарии. Кстати, по поводу комментариев, Ренат, я вижу ваш вопрос по поводу кумиров. Обязательно зададим Кумиров? позже. Да, но Могу сказать сразу. Айвор, Вардруна. Это мои любимые. Понятно, Deep Forest, Enigma, это просто... вот я хотел спросить про Энигму, да, почему-то. Вот, ну ладно, тогда вопрос читаю, Рената. Есть ли какие-то кумиры в музыке именно такого стиля,
в том плане, вдохновляет ли кто-то, кроме природы? Конечно, конечно, мы вдохновляем друг друга, артисты, да, творцы, вообще люди, события. Я могу поехать в какой-то город и просто смотреть, например, вот тут недавно ездил в Суздаль, и я смотрел на резные, да, вот эти вот окошки, наличники, и я вот от, от мастерства и от любви просто я чувствую, да, сколько любви вот в этих вот окнах. И я просто, мне настолько хорошо, что человек столько передал вот своего тепла и любви вот этому окошку, которое сейчас в каком-то доме. Там происходят события, да, рождаются дети. Вот, то есть это целая такая жизнь. И также меня вдохновляют артисты. Я хочу рассказать о интересном случае. Я не знал, что такое йольк, да, а, такой стиль пения саамских народов, и даже не знал о существовании, да, знал, что такое есть сказочная Лапландия, вот, по сказкам, но даже не думал, да, что действительно есть такой прекрасный народ саами. И у меня по материнской линии, да, по линии у меня финно-угорские корни, которые уходят вот в Скандинавию и к саамам, в частности. И я, не зная этого стиля, то есть я пел, вот то ли это какой-то код, да, вот заложен уже вот где-то Генетически. там, да, Может в быть, ДНК. почему нет? А потом, знаешь, я узнал, что вообще существует такой стиль, оказывается, Да. пения. Обалдеть. Вот так. И потом ты думаешь, и, конечно, потом ты слушаешь этих людей, они меня вдохновляют. Но Айвор, я в восторге от Айвор. Я в восторге от музыки в мультфильмах Тома Мура. Да? Это мой любимый мультфильм, там «Песнь моря». Все, для меня это просто такая Кстати, да. высота. Близкое тебе, я вообще хотел сказать, что то, что ты делаешь, это же очень кинематографично. И наверняка Я ты... мечтаю. Я однажды написал саундтрек для фильма, песню «Аллас», да, интересная такая получилась композиция. И я думаю, а чего ждать, пока кто-то меня пригласит, позовет, и начал сам писать сказку и писать к ней музыку. Вот уже год я, в общем, тружусь над книгой своей первой. Ага. То есть 170 уже страниц, там, да, и ты 40 потом планируешь, иллюстраций. что по ней что-то снимут или по ней что-то Я поставят? планирую изначально выпустить книгу, потом выпустить аудиосказку, записанную моими голосами. Я Как ты интересно написал сказал, туда. моими голосами, обратите внимание, да? А, Не-не, наоборот, хорошо. Это значит, ну да, что ну ты... потому что там разные действительно живут герои. И я для себя недавно открыл в проектах Авербуха Ильи, в сказках. И такой думаю, Руслан, ты будешь озвучивать 6 героев. Руслан Обалдеть. Тагуруда, кстати, если что. Да. Я такой, как? Как 6? И из них Брунгильда, женская, да, вот эта ведьма. Обалдеть! Кстати, тебе может подойти. А можно парочку Врунгильда немножечко фраз накинуть просто? Прекрасно. Да, вари, котел, вари! Да, очень классный Слушай, был. как здорово. И ты хочешь сказать, что пока ты еще ни разу никакой фильм не озвучивал? Ни разу. Ну слушай, там своя есть по-хорошему мафия, и они не запускают чужих людей. Так надо Конечно, запустить зачем свою ей? мафию, чтобы Вот в том и дело, понимаешь, когда мы сами не замечаем, когда мы в позиции вот просящего человека, который мечтает, кто-то меня куда-то возьмет и что-то со мной там сделает, да, сделает из меня звезду. Не надо так думать. И я об этом однажды понял. Надо писать свое, надо создавать свой театр, создавать свой мультфильм. Конечно, жизни не хватит, чтобы научиться, обучиться всему. Да, Давай ты не так. можешь быть всем. И, во-первых, Поэтому ты, создаешь команду. ну, понятие звезда это тоже такое очень, ну, как бы растяжимое, потому что, ну, для многих ты уже звезда, и это так оно и есть. По Вот, сути. Что значит звезда? Что ты выступаешь, что ты просто это везде личность. понятие, оно так немножко пошлилось, да? Да, в том-то все Понятие дело. Вот я об звезда. этом и говорю. Потому что, ну, вот действительно же многие знают, что ты вот завтра после этого школьного эфира вот Григоровича проснешься, и ты проснешься звездой. Но дело-то не в этом. А дело в том, что ты наверняка не ставишь себе эту цель, ну, прийти к этой... Я ставил эту цель, потом однажды я понял, что нет. Понимаешь, вот
иногда вот маленькие залы, да, вот ходил в ваш театр, Кукфо, кукольный формат, Мгм. и порой вот 40 человек, и порой вот там такая атмосфера мистическая, да, вот эта камерная, и ее нельзя создать для 1000 человек. Причем я вот сейчас себя не ограничиваю, что я не могу петь, да, для залов 1000 человек. Я могу, и есть Ты же выступал. такой, да, есть такой формат, да, определенный. Ам, Однажды вот В Нью-Йорке, кстати, да? или где? не, знаешь, самый большой стадион был на 35 тысяч человек в Кыргызстане. Там было несколько тысяч лет Мы как одному раз выбираем городу. место для вечеринки школы преподавающих. 35 тысяч человек, да? Не, в Нью-Йорке было поменьше, все было очень скромненько, около 1000 человек. Круто. Супер. Вопрос, наверное, немножко дальше от темы, в которой мы сейчас находимся, но невозможно эту тему не затронуть. Конечно. Ты, Так и есть. помимо того, что говоришь разными голосами, помимо того, что в тебе живет Руслан Гуруде, как минимум, да? Гуруде. Вот всегда Гуруде, все да? путают, да, Гуруде. А у ударение. меня, кстати, исправили там сейчас. Я говорил Да? Гуруде, а мне Гуруде. пишут Гуруде правильно. Гуру? Нет, если... Я тоже удивился, Слушай, если почему вот в транслейт, да, там, в общем, вбивать, он говорит Гуруда. Так вот, там кто-то загуглил Да. и говорит Не, Гуруде. правильно, почему я неправильно говорю? Такой исправился. И это сразу. фамилия моей бабушки по папиной линии. Вот. В общем, она была трансформирована в Грудининых, но изначально она была Гурде. И переводится она как мастер света, мастер светлой энергии. Ну, как-то так совпало, что есть вот С слово какого языка? гуру. Вообще это с санскрита идет. Мгм. Гуру, да. Подожди, так получается, что в твоей фамилии уже заложена этника. Ну, как бы в фамилии, которая... Слушай, наш род ее утерял. То есть бабушка вышла замуж за Ивакина. Вот. Да. И, собственно, прекратилась эта фамилия. И я стал исследовать. Мы вообще же, да, иногда древо свое не исследуем. И я тут стал исследовать и думаю, о, интересно, кто же там дальше? Ох, какие интересные личности, да, они же все вот, в общем, за нами питают нас, да, вот всеми этими силами. И я такой думаю, нет, вот я прям почувствовал, что нужно возродить Гуру Д, да. И это не говорит о том, что я там какой-то святой гуру, ни в коем случае. Нет, но я стараюсь как-то вот достать и вот сконцентрировать это в своем творчестве, этот цвет, вот, и пытаюсь донести его до слушателей. Значит, все-таки правильно Гуруде. Гурде. Ну, значит, я говорил правильно, отлично. Да. Я спокоен. Я тут просто мониторю несколько чатов, где вот летят комментарии. Во-первых, к тебе уже есть несколько вопросов, ну, на которые, я думаю, ты ответишь. У тебя сила еще есть? Да, конечно. Да? Ну, отлично. Значит, Много. еще часов 7-8. Хорошо. Давайте общаться, да. Все-таки я не могу не отметить тот факт, что ты на сцене, помимо того, что ты окружен действительно творческими людьми, да, и артистами, и другими музыкантами, с тобой всегда инструменты. Это этнические Да. инструменты, это, ну, можно сказать, что это бубен, Конечно. да? Это настоящий бубен. То есть это вот именно не оркестровый бубен, Я да, который мы расскажу привыкли. историю. Это нганасанский бубен. Кто не знает, есть такие вот, есть такой народ, прекрасный. А можно нганасаны. послушать, как он отдельно звучит просто? Если это сейчас технически возможно. Ну, прям да, просто отдельно этот тембр. То есть Там у тебя появляется. палочка таком с мягким наконечником-то, да? Да. Обалдеть. Но это уже, как минимум, завораживает. Это В уже общем, сразу. есть 3 бубна. Знаешь, в нем заложена огромная сила. Остался один мастер вообще на нашей планете Земля, вот, который делает именно такие бубны. мастеровой, По он специально особой сделал, да? технологии, да. У меня был концерт в Заполярье, и это был Таймыр, и там живет 5 этносов, и один из них это Нганасан. Их осталось, ну, кто-то говорит 900, кто-то говорит 700, вот. И, кстати, через вот 2 дня я лечу туда с концертом. И Да, я вот, видел у тебя в Инстаграм. да, Видел. после
Представь, после концерта подходит ко мне человек и дарит бубен. И говорит, я хочу, чтобы ты увез от нас, в общем, этот подарок. Пусть он тебя вдохновляет. Вот. И все, он теперь со мной. Это один из самых вот любимых. Их три у Сама меня. палка, она Да, олень. тоже, это, вот хотел сказать, она из кости, да? Нет, Это это просто дерево. дерево, да? Осина и олень. Мгм. Отлично. А вот там с обратной стороны ты можешь ее прям в камеру показать, пожалуйста? да. Здесь Э, такие косточки, бараньи косточки. Ну и Вот. само крепление тоже такое, да, чтобы Да, было да. держаться. Такое все очень магично. Очень классно. Я всегда прошу нашего, в общем, садовика, чтобы бил, например, свет, да, контрсвет, и тогда здесь появляется вообще целый театр. Так давай нашего попросим. У нас же нет световика, я забыл. И вот был концерт в Санкт-Петербурге. Да, 2 месяца назад, наверное, да, был у нас концерт. И мне вот, в общем, прекрасный человек, прекрасная подруга, слушательница Аня, она подарила бабочку на сцене. У меня есть стихи о том, как бабочка прилетает на планету, и она, в общем, спасает планету. Это Аня, которая сейчас Которая присутствует сейчас на здесь, стриме. да, сидит. Аня, вам привет отдельный. И представь, в общем, весь зал думал, что это бабочка, актриса, потому что она вылетела из коробки, да, ну, в таком в полусонном состоянии. Она села ко мне на руки, это было очень красиво. Огромные крылья, такие синие. Вот. А потом, в общем, она залетела вот в бубен, опять села мне на руку, и здесь вот такой был прям теневой театр. Это была просто фантастика. Круто. То есть у Да. тебя сейчас получается, что у тебя 3 разных бубна. Три правильно? разных бубна, да. Хакасский, норвежский и нганасанский. И ты сегодня С нганасанским, да. Нганасанским. Мгм. Они по размеру отличаются, да? Они отличаются и по форме, есть круглые, А есть такие вытянутые. Вот как это в зависимости от ну, различных верований, от разного народа. А звук? Звук? Вот. Всегда такой? Э, Нам пишут шаманский. Настоящий шаман. Да, конечно, ну, это настоящий это шаманский бубен. Дело в том, что, ну, действительно, у тебя с ним особый диалог, его ни в коем случае нельзя, ну, например, там бросать, да, одного, вот, и просто ты чувствуешь, вот, как реально он на все реагирует, особенно на влажность в реальности, и поэтому концерты около моря, конечно, с этим бубном, это просто мучение, потому что через каждый номер нужно феном его за сценой сушить. Вот такие вот. То есть он довольно Откровение. прихотлив в обслуживании, да? То Да, есть он да, такой, да. Ну, конечно, то есть реагирует. на всё, Ясно. И на эмоции, и А, на окружающую атмосферу. Гуруде, вопрос еще такой. Вот еще же один инструмент есть, с которым ты все время выступаешь, помимо воды. Вот. Это. Ты, кстати, если хочешь, можешь спокойно сделать паузу. Да? Ну смотри, ты чувствуй себя спокойно. Варган с собой не взял. Зато ты взял У варган. нас есть вардан. Да. Шутка напросилась. Там. Есть варган, он называется Волк хакасский. Очень крутой. Хакасский тоже. Тимир, да, Тимир Хомс. Вот, и у разных народов он, в общем, да, имеет разные, в общем, имена, названия. И очень люблю хобрах, вот хакасский, и есть еще свирель. Во многих песнях моих Обалдеть. звучит. То есть ты сам учился играть на этих инструментах? Да, самостоятельно? Да, да, Ну, но это, конечно, в брал, твоем брал случае, уроки у наверное. мастера вот по народным, потому что, ну, вот такой есть только, например, в Хакасии. То есть- Вот. Это флейта. Да, Она же тоже этническая. Да. Правильно? Как Мгм. она правильно называется? продольная флейта хоберах. Хобрах. Ой. Это тоже... Ничего страшного. Это же тоже, ну, это хакасский инструмент. Да, да, хакасский. Насколько И дело в том, что Извини, что я тебя перебью, просто прям быстро. Я использовал подобный инструмент в своем сочинении, но она была гораздо больше. Она была гораздо больше. Как раз сочинение в Германии у меня там было для перкуссии, для Мгм, ударных мгм. инструментов. Там, и А он- как он назывался? А вот я не знаю, Да? потому что я это встретил случайно вот в коридоре в консерватории. Мгм. Тоже похоже в том плане, что вот по форме это тоже продольная флейта. Да, у алтайцев Вот. он называется шор, у башкиров называется курай,
у казахов называется СБСГ, но Кстати, плюс-минус, кстати, эта девушка была из Казахстана. да? Вот, кстати. Вот, наверное, СБСГ. Более Да. того, это был гораздо больше инструмент. И А, он да? был ниже, и она на нем играла сильно. М, Вот. м. Но по форме, то есть вот по тому по внешнему виду похож. Но расскажи именно про этот инструмент. Понятно, что там есть, можем сразу Дело в понять? том, что нашли кость в Хакасии при раскопках, и, в общем, ученые обнаружили, что вот всегда боюсь так со временем ошибиться. Ну и точно больше Ты- 16 тысяч лет. Ты и есть время, понимаешь, что как бы не ошибиться уже. И больше 16 тысяч лет. Представь, еще тогда, да, вот люди из косточки, в общем, там делали, да, вот какие-то отверстия, и они пытались подражать, ну, вот как-то человеческому голосу, и, вот, в общем, нашли, то есть, и это вот сейчас у меня в руках аналог, так скажем, вот той косточки, на которой играли древние люди. Этот инструмент сделан из кости. Нет, 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 нет. Он бывает, он есть деревянный, есть пластиковый, в общем, А по-разному. почему ты говоришь косточки? Что, может, я что-то не пойму? Нет, дело в том, что вот у меня в руках сейчас современный инструмент, но его родитель, Понятно, оригинал. да, родитель, он гораздо короче, но у него, в общем, все было вот, в общем, в такой же форме. Скажи, пожалуйста, Да. на блок-флейту по технике исполнения похоже? Нет, 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 нет. Ты же Есть, придумал что? ну, звукоизвлечение, вот здесь просто с помощью языка, вот там ты, в общем, здесь То есть ты для очень каждого- сложно изучить. На каждом инструменте учился играть Да, отдельно. да, отдельно. Но это просто требует отдельных аплодисментов. Мгм. Но понятное дело, что, безусловно, это твоему творчеству просто огромный дает потенциал, да, для больших и больших проектов. Конечно, я люблю изучать, знаешь, разные древние инструменты разных народов. Понятно, что не хватает времени, и не хочется выходить на сцену, там чуть-чуть, да, поучиться, и ты вот уже играешь. Конечно же, хочется владеть хорошо. этим Вопрос из инструментом. чата примешь? Да. Отлично. Так, я зачитываю ваши вопросы из чата, так что, друзья, у нас уже через несколько минут трансляция закончится. Если у кого-то еще какие-то... Обязательно, обязательно. Мы тебя не отпустим без этого. Не отпустим. Если у кого-то еще остались вопросы к Гурде, обязательно их задайте. Вот. Там, кстати, вот смотри, прислал кто-то фотографию бабочки и написал: «Это огромная бабочка залетела в комнату при первых звуках трансляции». Может быть, это как раз и есть та самая бабочка, вот, Обалдеть. была связана вот со случаем Савы, да? Я вообще с бабочками иногда просто залетают на концерт, и однажды мне рассказали историю, что я ее не увидел, и она подлетела прям к ноге, представь, и остановилась перед ногой. И то есть я хотел вот пойти, и это было бы, конечно, ужасно, если бы я ее раздавил прямо на концерте. Это было Ну, бы просто, конечно. Просто на Ужасно. следующий день в Яндексе. Очередная бабочка гибла. И, конечно, ну вот как-то, видимо, почувствовал, что, в общем, и она улетела и слушала концерт на колонке. Весь концерт. Так, ну что, вопрос примем, да? Да, Из конечно, чата. читай. Сильно ли повлиял... Ну вот, кстати, я тоже хотел спросить. Сильно ли повлиял процесс обучения на то, как поет Гуруде? Или у него все на уровне генов уже заложено в него? В общем, ты учился этому? Или... Да. Я учился эстрадно-джазовому пению и академическому вокалу, но вот сейчас я просто понимаю, что я все равно искал свой звук сам. Вот. Но ты его нашел? М, Или до сих пор в поисках? А мне кажется, нельзя останавливаться. Останавливаться нельзя, но у тебя Да. определенно есть уже звуковая картина, которая Да, ассоциируется напрямую знаешь, с тобой. Да, это очень круто, когда ты не похож на других, и тебя могут отличить. Это ну, от других исполнителей. Вот. То есть это не говорит, что кто-то хуже там или лучше, просто это Гуруде, другой человек. Ты действительно пел джаз? А? Ты пел джаз? Ну, знаешь, Спасибо, мои песни... спасибо. Я понял. Нет, просто почему я спрашиваю? Я просто очень... Я люблю джаз, но, наверное, это просто не мое. Ну, бывает же, что вот как-то так Ну давай. не сложилось. 1, 2, 3, 4. Нет, нет, нет.
сейчас исполнит для нас Евгений. Слушай, ну я знаю, что у тебя абсолютно разное творчество. У тебя же есть и песни абсолютно эстрадного плана. То есть Да, где да, ты- да, да, конечно, потому что... Ну, то есть попса, можно что-то сказать, Да, да, знаешь, что- иногда ты просто думаешь, хочется всем угодить, да, всем, в Ну, общем, понравиться, потому Судя что по комментариям, ты угодил. что-то... Ой, Руслан, ну что-то у вас сильно все аутентично. Хорошо, будем делать вот более электронное. И мне, кстати, это очень нравится. Да, что там Deep House, все, этника. Так я написал Шамбалу. А, и мне нравятся такие под открытым небом. Вот такой там, да, сейшн и вот электронная музыка, этно. Это очень круто. То есть так можно, знаешь, изначально достучаться до сердец, а потом уже готовым показать что-то аутентичное. Ну, это очень круто, на самом деле, что ты проявляешься с разных сторон. Ну, ты знаешь, что там, я очень люблю абсолютно разные стили музыки. И, ну, то, что делаешь ты, я уже как композитор слышу дальше, куда это можно применить и с чем бы это можно было смиксовать, соединить, может быть, даже вопреки каким-то твоим представлениям. Но все-таки хочется узнать именно твое отношение к этнике сегодня, насколько она сегодня актуальна, и если актуальна, то почему? Ну, понятно, что актуальна. Почему? Может быть, вот такой вопрос еще. Можно ли сравнить твое творчество с неофолк именно сегодня? Ну и твое отношение вообще к полистилистике. А вот теперь, да, пошли вопросы. Так, первый вопрос был Первый вопрос был про еду, но мы на него уже ответили. Вот. про неофолк. В общем, это же возрождение американских, да? Ну, Просто, да, вот традиции, в общем... неофолк вот это, в принципе, сегодня у нас воспринимается как что-то, как обращение непосредственно к фольклору и использование его в более современной А манере. знаешь, вот есть понятие world music еще, да? И то есть есть фольклор, world music, и кто-то называет еще вот нео-фолк, Ну, то да? есть приставка нео это просто Да, как как что-то что-то новое, из, да. из старого в Мгм, новое. Вот и мгм. все. Знаешь, я восторгаюсь, когда люди, например, берут какую-то запись очень старую-старую. Вот, там все жужжит, пищит. И слава богу, что это оцифровали. И это осталось. Это вот просто уже такие драгоценности, которые нам, нам достались. Потому что кто-то, да, ездил, собирал этот материал. Просто благодарность этим людям. И сейчас вот мы это можем просто нажать кнопочку play и послушать. И сейчас это можно взять Ну да, это в общем доступе. и интегрировать, да, в какой-то трек. И с помощью этого трека люди узнают, что есть вообще, оказывается, такой народ в России живет. Вот, кстати, ты очень важную мысль затронул. То есть, по сути, ты говоришь о том, что нео-фолк и полистилистика это ну просто такая вот просветительская какая-то Да, деятельность. возможность, да. Это возможность этнографическая, познакомить да, вот. современного Мгм. слушателя, вот, может быть, с тем, что не менее ценно, но было в прошлом, да? Конечно. Может А быть, ты сам? кто-то... Понимаешь, раньше вообще, мне кажется, 10 лет малочисленные народы, они стеснялись своего языка. И я сам это видел, сам это слышал. И это не от большого ума там, да, происходило, когда люди там как-то, ну, обзывались, допустим. Но это все происходит вот в детском каком-то возрасте. Вот. И какой-то вот с детства возникает постоянно, ну, вот надлом. И когда человек вдруг это услышит в крутейшей обработке, и это не хуже, да, какой-то голливудского там саундтрека будет. И представь просто, как у него все поднимается внутри. Боже мой, как я мог не знать свой родной язык? И он берет и начинает учить. У меня было несколько таких случаев, и я думаю, обалдеть, вот Да, это это то, действительно. ради чего. Ну, представь, язык, это целый код, да, и мы теряем это, некоторые языки умирают. И мы с помощью вот
искусством можем это возродить, помочь оставить это. Гуруде, а ты сам только на русском пишешь? Или ты Нет. задействовал тоже, может быть, вымирающие языки? Вот, да, я когда, знаешь, поехал в Норвегию, у нас был, да, потрясающий концерт среди фьордов, и я познакомился с культурой, да, саами, и я узнал, что это малочисленный народ, и я думаю, я хочу написать песню для... Я увидел вообще всю эту красоту, невозможно этим не восторгаться, и я такой думаю, мне пришли стихи: «Усынови меня, ночь, позволь лететь звездным клином, моя тоска тебе, дочь, я буду ласковым сыном. Усынови меня, ночь, позволь быть чьей-то мечтою, чтоб среди тысячи звезд упасть заветной звездою». И мои друзья сами, они перевели это на саамский язык. Представь. И эта песня, она стала популярна среди них. И то есть это еще вот что-то такое вот одно, что позволило вот еще больше как-то язык, как слово забыл, Возродить? возродить, да, Понять. вот, Понятно. понимаешь, Ну, на безумно самом деле, красивый язык. То, что в твоем творчестве заложена определенная миссия, это безусловно. Ну, понятное дело, что, наверное, там миллион раз про тебя говорили голос предков и так далее. Да? Вот. Но в этом же есть доля истины, это действительно так. И я вот, наверное, уже потихонечку буду готовить наш сегодняшний эфир к завершению, потому что, ну, понятно, что там вопросы есть еще, но надо было делать это раньше. Вот. А можно я расскажу вот о песне, которую мы хотим исполнить? Я как раз тебя хотел Да. попросить, потому что, насколько я понимаю, это как раз-таки твое новое Есть детище. история, Да? да. Это же новая У песня. меня третий альбом, он называется «Колыбельная ветра». И так называется моя песня, да, которая вот, в общем, То есть это возглавила как этот альбом. основной трек, Да, да. И я однажды услышал легенду, она у многих, в общем, народов Сибири, о том, что у человека, представь, не одна душа, а три. Три души. И вот одна душа носит имя Ами. И когда мы делаем первый вдох, вот, приходя, да, на эту планету, вот, в общем, мы приходим вот именно с этой душой, да, она как такая основная. Но она такая, знаешь, восторженная очень, вот эта душа. Поэтому многие сибирские народы, они очень спокойные. Они, например, не восторгаются. Там, обалдеть, какое место красивое. Потому что бытует мнение, что эта душа, она может остаться на этом, она может тоже восторгнуться и вылететь, и, в общем, остаться на этом месте. Человек начинает болеть, он идет к шаману, что такое, ха-ха-ха. А иногда происходит, что, понимаешь, крадут эту душу, и ну, человек тоже, соответственно, начинает болеть. И, в общем, этот шаман отправляется по звездной карте в путешествие и ищет эту душу. И, в общем, там есть определенные обряды, где он обманывает злых духов, подземных духов и выкрадывает эту душу. Там вообще, там просто, знаешь, такие кино, просто такие образы потрясающие. И эта душа возвращается, она белая. Вот, когда, соответственно, последний выдох в нашей жизни, она улетает. Она улетает на мировое древо, и она вновь там дожидается своего нового воплощения на мировом древе, где-то там. И я такой думаю, так, интересно, как выглядит моя душа вот внутри, вот эта Ами, и вообще, как она родилась. И ко мне пришли строки: «На земле все мои сны храня, ветер в колыбели качает меня, что кружишь надо мной, песню ветра спой, ее всем людям спою я». И эта песня, как родовая песня, как песня благодарность всему роду. Мне кажется, у каждого человека должна быть такая песня. Кстати, в африканских племенах вот есть такой, есть такая традиция. Они дарят песню на рождение ребенка, и это как талисман. Мне кажется, это так помогает, потому что это такая звуковая волна, которая тебя просто вот окручивает. И мне кажется, вообще
будет просто вот на все события, которые происходят, ты просто будешь напевать какую-то песню, да, которая вот твоя, Да лично нет, твоя. безусловно, что музыка лечит, тем более твоя Лечит. музыка, она в принципе на это и направлена. Но мне кажется, любая музыка, которая выходит вот из доброго сердца, да, с добрыми намерениями, она лечит, потому что это звуковая волна. Как говорят, звук может и убить человека, да, Конечно. так и может Это же и... самое опасное оружие, на самом Да, деле. Временами да. критически. Поэтому Но вот такой твой сильный звук, код. если язык. может убить, то скорее только самого алчного человека, который же, Не, знаешь, это такого убьет злодея. его прошлую Да. жизнь, и он Да. переродится Вот, и вот, который посмотрит живет на в жизнь абсолютно по-другому. другом. Да. Вот, так что я думаю, что ничего нам не мешает сейчас еще раз подарить вот лечебные звуковые Да. вибрации, тем более, что дело к ночи, а музыка у тебя как раз, ну, колыбельная же, это правильно? Её же можно Да, петь, она или? называется «Колыбельная ветра», и это действительно вот как колыбельная. Вы можете сейчас, ну, просто лечь уже в свою постельку, теплую подушечку, одеялко и слушать нас. Вот. Друзья, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях у Школы Григоровича невероятный этнический вокалист, самый искренний голос времени Гуру Д и Вардан Арутюнян, дудукист, лауреат всего, чего только можно, но это не главное сейчас. Сейчас мы забываем про все конкурсы. Сейчас мы просто подарим вам еще раз немножечко такой волшебной музыкальной магии от Гуру Д, Вардана Арутюняна. Ну и я тут немножечко тоже что-нибудь поделаю. Евгения Григоровича. Итак, «Колыбельная ветра». Послушайте историю внимательно. Там столько вот много, знаешь, и про леса, которые вырубают, к сожалению. А они для меня вот действительно как братья. Вот. И вот эти вот все знаки, которые на древе, да, вот эти кольца. Вот, в общем, послушайте и постарайтесь каждый для себя понять вот эту песню Это по-своему. про природу, да? Да, вообще это о роде, о благодарности роду, потому что мы не всегда принимаем его. Вот сейчас я надеюсь, что вы это примете. Пожалуйста, Гуру Д, «Колыбельная ветра», Вардан Арутюнян, дудук. На земле все мои сны храня, ветер в колыбель качает меня, что кружишь надо мной, песню ветра спой. Ее всем людям спою я, что кружишь надо мной, песню ветра спой. Ее всем людям спою я.
Кольца древа, карие глаза, вековые увядают леса, так пусть живой водой, чистою слезой прольется песня у меня. Так пусть живой водой, чистою слезой прольется песня у меня. Oh, hey, hey, yeah, yeah, more. Oh, hey, hey, yeah, yeah, oh. Oh, hey, hey, yeah, oh, крылья крепнут, в сердце бьется грусть, небо манит, но я к вам вернусь, над домом пролечу и вам всем спою ту песню родовую. Над домом пролечу и вам всем спою ту песню родовую.
Я не смогу закончить сегодняшний эфир. Ты погружаешь в то состояние, из которого не хочется выходить. Вот, Своим вокалом. да, свой мир, это тот мирок, который мы здесь вот, да, сами создали потихонечку. Сейчас просто напишите то, что вы чувствуете, друзья. Напишите в чат ваши эмоции после встречи с невероятными музыкантами. Гуру Д, этнический вокалист у нас сегодня в студии. Спасибо большое. Жень, спасибо, что пригласил. И спасибо вам, дорогие слушатели, всем, что, в общем, как-то помогали нам своим теплом, слушали. Вардан Арутюнян, дудукист, школа Григоровича для вас сегодня пишут в чат: ребята, вы все трое, это просто космос, но на самом деле космос к нам пришел сегодня в школу Григоровича. Я не знаю, я обычно заканчиваю эфиры тем, что говорю спасибо, огромное спасибо за все, спасибо, классно, что пришел и так далее. Но сейчас ты сделал такое, вот погрузил нас всех в такое состояние, из которого действительно не хочется выходить. И я не знаю, который сейчас час. Я не знаю, какой сегодня день недели. Я не знаю, какой сегодня 2021 год. Я просто сейчас сижу и... И живешь. Ты понимаешь, что сегодня ты просто заставил опять мою жену ложиться спать одну, потому что я сейчас приду и буду сочинять музыку. Ты понимаешь, что Она не смотрит нас, что Она ли? еще как смотрит, она уже понимает, что ее сегодня ждет, что сейчас Женя придет и как Сейчас Женя придет. Отпустим Женю. Нет. На самом деле, Мне кажется, она тоже, мне кажется, кайфанула. еще как, она у меня Да? сама тоже Прекрасно. музыкант, да. Супер. Но дело в том, что ты настолько заряжаешь, и заряжаешь не только зрителей, но и тех музыкантов. Вот действительно, друзья, это невероятная энергетика, которая сейчас в студии находится здесь, что я просто готов написать 14 симфоний. Вот. Круто. Слушай, вот вдохновлять творца — это самое прекрасное. А еще у нас сегодня в студии находится еще один невероятный музыкант. Можно я под конец тоже Конечно, представлю, конечно. если вы позволите? Да. Сергей Полиничко у нас сегодня в гостях. Сергей, можно попросить тебя тоже сюда подойти? Это у нас просто здесь, понимаете, сейчас вот такой комок энергии невероятный собрался. Если можно, вот к Да, Вардану. сегодня с Сергеем вот познакомились. Я познакомился впервые. Сергей — это человек, не оператор, хотя у него в руках телефон. Вот. Классно. Да. Подойди, пожалуйста, на секундочку. Подойди. Дело в том, что Сергей Полиничко — это создатель и руководитель одного из невероятных просто коллективов, не единственный, но во всяком случае редких коллективов, очень редких, таких составов всего два. Это роговой оркестр, и Сергей Полиничко его возглавляет, он дирижер и сам играет на рогах, и сам еще и волторнист при всем при этом, еще и играет на дудуке. Вот. И вы просто представляете, насколько у нас здесь сегодня в студии собраны абсолютно редкие музыканты. Я думаю, что мы еще сделаем эфир и с твоим составом в том числе. Подожди, садись. Это Марк Вайт, настоящий Родос, кстати, у нас. Круто. Микрофон у нас здесь. Значит, посетила меня такая интересная мысль. Дело в том, что рога, на которых мы играем, это тоже инструменты, по сути, такие космические, невероятные по звучанию своему. И бубен, дудук, да, еще некоторые инструменты и люди, наполняющие собой эти инструменты, создающие звучание. Вот что интересно, да. Да. Вот. И Дыхание. удивительным образом собирается вот такой вот невероятный совершенно пазл из этих инструментов, как будто бы они сами ищут по всей планете, и притягивают друг к другу вот это необычное звучание, объединяются. Ребята, я под гигантским совершенно впечатлением. Спасибо. Я сегодня присутствовал при очень таком настоящем чуде. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Сергей. Да, я тут на самом деле ни при чем, а при чем здесь в первую очередь наши главные гости. Это сегодня Гуру Д в гостях у школы Григоровича. Гуру Д, этнический вокалист. Как вообще одним словом можно тебя назвать? Ты просто артист, ты просто человек-время. Как одним словом тебя обозначить? Да просто искренний музыкант, друзья. Гуру Д, Жизнь. просто жизнь. Я люблю просто жить. И мне кажется, это слышно в музыке.
Это даже слышно в том ревере, который сейчас звучит у тебя. Вот. И Вардан Арутюнян, Дудукис сегодня в гостях у школы Григоровича. Огромное спасибо вам, друзья, что вы нашли время, нашли силы на вот то, чтобы собраться и помузицировать вместе. Честно, для меня это космическое нереальное удовольствие. Это было круто. Самое главное, что даже с каждой песни вы для себя что-то можете извлечь, друзья. Вы не просто лечитесь, вы не просто погружаетесь в определенное эмоциональное состояние, вы вдохновляетесь и узнаете то, как звучит время. Я вот, например, сейчас узнал, что можно мою дочь укачивать не вот так, а так Так что обязательно стоит попробовать. Ну, на то и ветер, понимаешь, у него разный характер. Да, абсолютно Да. верно, абсолютно верно. И Гуруде, ну ты же понимаешь прекрасно, что мы не отпустим тебя просто так. И я еще раз хочу поприветствовать отдельно наших артистов. Вот прям можно пару звуков еще раз. Отдельно Дудок, пару звуков отдельно ты. Прямо вот я сейчас покажу. Я сделал реверочек, да? Кто у нас сегодня присутствует? Вардан Арутюнян, Дудук, все вживую. Пожалуйста, Вардан, просто вот прям несколько звуков Дудука. Можно еще нашим слушателям подарить? Браво. Спасибо огромное. Вардан Арутюнян, Дудук и Гуруде, этнический вокалист. Браво! Спасибо огромное. Гуруде, Вардан Арутюнян в гостях у школы Григоровича. Ну и, конечно, ваш покорный слуга Евгений Григорович, школа Григоровича. Да, очень здорово, очень здорово. Спасибо огромное всем, кто присутствовал на эфире. Мы тоже вас очень сильно ценим и любим. На самом деле, все это сегодня, что было, происходило в этой студии, исключительно для вас. Каждый звук от всего сердца, все искренне. И иначе у нас в школе даже быть не может. Поэтому только самые искренние, только самые настоящие музыканты в школе Григоровича. Гуруде, Вардан Арутюнян, спасибо огромное. До новых встреч. Пока-пока.